Итак, дорогие художники, сегодня видео о реставрации моей картины. Будет два видео, на котором я вам покажу, как я реставрировала свою картину, подаренную очень хорошему человеку, тому человеку, который умеет ценить живопись и в восторге именно от этой картины. «Девушка осень» была написана в 2015 году. В этом году у меня вообще очень мало картин написано, вы сами понимаете, по какой причине. И вот пошел по картине крупный кракелюр. Некоторые кусочки краски отвалились. Ну и, естественно, картина выглядит уже не так, как положено. Поэтому я взялась за реставрацию, перечитала кучу материала. Видео о реставрации займет у меня два видео, будет из двух частей. В первой части я покажу, как подготовить холст, а во второй части мы уже займемся самой реставрацией. Приступаю к своей первой реставрации. Не знаю, получится ли у меня видео, но результаты, пожалуй, покажу. Вот такая лажа со мной случилась. Я была неопытная и не скрепила слои. Тут на лице девушки очень много слоев краски. Я писала с перерывами большими. Вот, ну, так скажем, тренировка. Видите, вот 15-й год стоит. Я тут начиталась, что нужно сделать. Значит, мы берем губку чистую, капаем на нее средство для посуды и тщательно вымываем поверхность. Так, теперь она влажная, мы ее вытираем слегка чистой ветошью. Вот здесь видны повреждения, видите, кракелюр пошел большими такими кусками. Вот как назло я собралась сегодня снимать видео, и обязательно кому-то надо что-то ремонтировать в два голоса. Так, вот это все личико. На руке, похоже, ничего такого не случилось. Но лицо и шея девушки, красавицы моей осенней, вот особенно вот эта левая, нет, правая получается, да, правая щечка, она пошла и большой трещиной. На следующем этапе мы снимаем лаковый слой, верхний слой лака. Посоветовали мне вот Текурила разбавитель. Он должен не пахнуть. И сейчас мы попытаемся с помощью него снять лак покрывной. Ну что, друзья, хочу вам сказать, что пахнет он очень интенсивно, как для меня. Ох. Да. Ну, пускай постоит немножко, а потом мы продолжим. Ну, а теперь мы должны лаковый слой, вот этот, который растворился, снять. Так, не знаю, видно или нет. Так, наверное, не видно будет. В общем, вот это мне надо все пройтись палочками и снять весь лак. Все, это мне неудобно делать с одной камерой в руке, поэтому я выключаю.
Мне надоело вот с этими вот палочками мучиться. Вот. Я на лице протерла ими, а остальное все сняла растворитель тряпочкой. Вот. Ну, потому что у меня здесь вот абстрактное все и мазочное. И даже если где-то там у меня лак и остался, то я здесь реставрировать не буду. А меня интересует только вот лицо. Лицо, и вот еще кусочек отвалился вот здесь. Сейчас попробую показать. Немножко блестит на листьях вот здесь. Но здесь, скорее всего, здесь просто очень большой был еще количество масла, большое было, поэтому оно осталось вот блеск. Я помню, что когда я ее дописывала, у меня на этих местах блестело. Теперь лицо немножко тоже поблескивает, вот, но лак я сняла. Это уже вот краски блеск остался. Сейчас вот здесь вот видно, да? Вот какой ужасный шрам. Девушка со шрамом. Вот здесь и поснимала. Здесь осталась только краска. И я не стала долго вот мучаться с этими палочками, а сняла все тряпкой. А растворитель действительно очень хорошо растворяет. Становится вязкая поверхность такая, как клей. И ее отлично снять. Я не знаю, может быть, на большой картине это было бы... Да, хотя на большой картине, наоборот, тряпкой можно еще снять. Ну, вот так. Итак, сегодня два этапа. Первый этап — это помыть картину. Я использовала средства для посуды и воду. Губку очень тщательно промыла. Потом протерла чистой водой, потом просто насухо вытерла тряпкой. После этого я использовала разбавитель Тиккурила, который должен был быть без запаха, но он жутко воняет. Поэтому открываем окна, проветриваем тщательно. А еще лучше одеть на себя какой-нибудь респиратор. Вот, потому что я в тот период, когда записывала эти видео, болела сильно и надышалась конкретно, опять же, этим растворителем. Но растворяет он действительно хорошо, поэтому использовать для растворения слоя лака вполне возможно. Лак снимала я сначала палочками на лице, потом сухой ветошью, чистой, без ворсинок. И вполне себе хорошо снимается. На сегодня все. Увидимся в следующем видео, где я покажу сам процесс реставрации. Всем пока! Кто не подписался на мой канал, подписывайтесь, ставьте лайки, если вам понравилось видео. Если среди вас будут профессиональные художники, которые с художественным образованием, пожалуйста, пишите в комментариях, правильно ли я все делала. Не стесняйтесь задавать вопросы, буду всегда отвечать. Вот, кто не подписался на канал в Телеграме, подписывайтесь, у нас там сообщество художников и цифровых, и физических. Мы лояльны к любым вопросам. Как я говорю, глупых вопросов не бывает, поэтому приходите в группу, ссылка будет внизу в описании. И еще есть группа для новичков, которая немножечко сейчас на стопе. Но там есть видео бесплатные для начинающих художников, которые тоже могут вам пригодиться.